да, это 6 кубков, 5 чемпионатов он выиграл. Целая библиотека, там порядка 2000 книг. Он не толкнул близко тот результат, который рвал. Осуждаю. Да. Как она дверь открыла? А она запрыгивает на ручку, виснет. 2 раза победил, 2 раза был вторым. Плюс 11 на последней чемпионате. Да, на это Кубке знаменитая страны. фраза. Да, Плюс да. 11. Часики тикают, как говорится. Возраст Уже да. вырос. А спортсмен, который выигрывает, в легкую поднимает в каждом движении по 10, по 15 килограмм больше, и у него там находят целый там букет стероидных препаратов. Пока что такие реалии у нас. Поэтому камеру выключим, вместе поматеримся по этому вопросу. Всем привет, друзья! Вы находитесь на моем YouTube-канале, и первыми моими гостями стали братья Владислав и Вячеслав Яркин. Приветствую, друзья! Рад, что посетил ваш дом, ваши края. Приятно пообщаться с такими людьми. Расскажите, как ваши дела, как жизнь вообще в целом? Чем сейчас занимаетесь? Спасибо. У тебя YouTube канал есть? Да, вот я же начал вести только что. Вот первый ролик будет как раз таки с вами. Хорошо, подписывайтесь. Так, ну что, у нас идет такой потихонечку тренировочный процесс. Тренируемся, готовимся на сборы. Вот, к сожалению, мне известно, что не уступаем на крупных соревнованиях, поэтому у нас сейчас только вот Кубок и чемпионат России. Вот, готовимся, тренируемся. На чемпионате России планируем поднять больше, чем на прошедшем чемпионате Европы в нашей весовой категории. Вот. Уже, в принципе, форму поддерживаем, не как на Кубке, то есть у нас мы на Кубке совсем мало тренировались перед этим делом, по сути дела. 20 дней, 25 дней перед сбором и один сбор. То есть, это, конечно, недопустимо. Сейчас побольше будет, но вот посмотрим, как будет. Давайте для аудитории, которая не штангисты, не являются любителями нашего вида спорта, расскажите в целом, кто вы, какие у вас регалии, какие достижения, чем вы знамениты? Чем знамениты, я не знаю, но, как бы сказать, победы на основных соревнованиях, в принципе, могу назвать. Если взять международные соревнования, по юношам мы 4 раза участвовали на Европе. Хорошее достижение было на максимальных юношеских соревнованиях. У нас с России всего 4 человека участвовало на юношеских Олимпийских играх в 2014 году, стал вторым с неплохим, я считаю, результатом, 16-летним в 69, он поднял 134-160, рывок выиграл, в толчке проиграли мы болгарину, Божьему удару, который в сумме выиграл. Не так много, Андреев, да. Не так много уж уступили, в принципе, конкурентная борьба была, рывок выиграли мы. Вот, и у него еще подход был на 162-163 такой в толчке, в принципе. То есть хорошие были соревнования. После этого, были 3 медали на юниорских первенствах, не знаю, как называть, первенствах, чемпионатах мира среди юниоров. Значит, был 2 раза вторым, 1 раз третьим. Был высокие достижения. Вторым был на Европе юниорской, и 2 раза был призером молодежной Европы, вторым, третьим. Там в большой конкуренции, опять же, с тем же с Божидаром Андреевым. Третьим стал он на Европе, там такая конкуренция была, он 81, по молодежной Европе поднял 157-194, это большие результаты. Да, весьма. Да, он совсем чуть-чуть, килограмм проиграл Пиццулату. И и несколько килограмм, причем он мог выиграть, немножко в рывке один подход смазали, так бы я думаю, что Пиццулату, мы выиграли бы там, если бы нет подход. И чуть-чуть, Божидар Андреев был на тех соревнованиях посильнее, что удивительно, потому что он больше никогда не подходил в таких формах, никаких соревнованиях не было, в такой форме, с таким результатом он не приближался. Был еще вторым на Всемирной универсиаде в 2017 году. В Казани. Нет, в Тайбэе. В Тайбэе, да. И по взрослому у него вот сейчас достижения в
плюс 11 на последние чемпионате. Да, на, да, на это Кубке знаменитая страны. фраза, Да, плюс да, да. 11. Хорошо, натяжно. Хорошо. Плюс 11! Плюс 11! Да, это 6 кубков, 5 чемпионатов он выиграл, значит, внутри нашей страны. — 192 килограмма. Хорошо. Натянись. Держи. Держи. Ой, да, Слава, ой, да, Вячеслав, здорово, 192, это 4 килограмма не хватает до повторения рекорда России. Все рекорды России принадлежат ему в этой весовой категории. 160 в рывке, 196 в толчке. Получается 356 в сумме до сбора. Я считаю, что это большие результаты. С Ну, учетом конечно, весьма. той- Особенно в рывке. Считать, да и в толчке 196-81 это большой результат. Хороший результат. С учетом именно тех условий, в которых находимся именно мы, потому что некоторые спортсмены, опять же, не могу об этом говорить, но, как бы сказать, есть определенные подозрения по поводу многих спортсменов, когда он выступает на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, и спортсмены поднимают какие-то такие результаты интересные, которые вызывают у любого здравомыслящего человека очень большие подозрения. Когда он на юниорском мире выступает, я знаю, вот, что он выступает абсолютно чистый, у него абсолютно чистая подготовка, он сдает немыслимое количество контролей. Да. Мы как-то в каком-то году, я не помню какой год, он стал вторым человеком в России, в какой-то газете написали, вторым человеком в России, который по числу взятых допинг-проб Больше в течение всех года. проверяли. В течение года, но это же там это, понимаете, процедура в 6 утра, человек спит, там в 6 утра приезжает, через неделю агенты. еще раз приезжает. Мы за сбор сдавали по 4 допинг-контроля за сбор. И вот так каждый, вот, ну, это целая проблема превращается, скажем так, просто сбивание режима и так далее. И когда он приезжает, вот в таких условиях выступает, там на мире становится вторым, третьим, там, а спортсмен, который выигрывает, ну, в легкую поднимает в каждом движении по 10, по 15 килограмм больше, не чувствуя штангу, улыбаясь, там, вызывает сомнения определенные. Мы на доп-контроле сдачи его не видим, а он приезжает там через буквально там пару месяцев на соревнования другого уровня, и у него берут неожиданно там не во время выступления, а взяли контроль во время приезда, допустим, да. И у него там находят целый там букет стероидных препаратов, и человек абсолютно не готов сдавать контроли. И эти люди из тех стран, в которых раньше тяжелая атлетика не культивировалась, где нету школы определенной, допустим, ну вот как мы знаем, есть. Вот у меня, как специалиста, вопрос, например, к таким спортсменам, допустим, из Чили, как, например, Чили, когда тяжелая атлетика там была, я не говорю, что она там не может возникнуть, что там не может быть спортсменов, но когда спортсмен из Чили выигрывает чемпионат мира с результатом 75-12, а на тренировках поднимает 180, 225, да. 225, даже, да. 180, 225, Про его Арли ставят на допинг-контроль, и он через год приезжает на чемпионат мира и поднимает 150, 175, это потом он 60-90 уже потом стал поднимать, когда уже много лет потренировался. Подокреп. А когда он попал на доп-контроль, он поднял 150-175. Он не толкнул близко тот результат, который рвал. То есть там настолько такие провалы, что нам, конечно, грустно, обидно и тяжело. Вот сейчас прошли 3 чемпионата Европы мы пропустили, 2 из которых мы бы железно выиграли. На одном бы он бы либо выиграл, либо призером был бы. Да, к сожалению, сейчас в наше время политика так складывается, что Россию вообще нигде не допускают до международных соревнований, тем более наш вид спорта. Как вы считаете, когда все это кончится вообще? Вот вы с братом постоянно в хорошей форме, в кондициях, готовы выступать, завоевывать медали. Когда это все закончится, ваше мнение? И с чего это вообще все началось? Что нашу страну Я, честно говоря, сейчас не хочу на эту тему разводить какой-то вопрос. Я тренер сборной
во время своего рассуждения что-нибудь не то ляпну, и меня коллеги по работе или из федерации, ну, что-нибудь не туда куда-то зайду, поэтому от того, что я рассуждаю, или от того, что я что-то скажу, ничего не изменится. Ничего не поменяется, да, Ничего не правда. поменяется, поэтому просто ждем изменения ситуации, ждем выхода какого-то нашего на соревнования, хоть какого-то уровня, чтобы, потому что спорт это такая штука, когда спортсмен своими достижениями, своими тренировками мотивирует не только себя и сборную страну, а мотивирует тех людей, которые на него ориентируются, смотрят, для которых он является определенным ориентиром. А в последнее время с ростом социальных сетей и когда, то есть, человек может выставлять себя там ВКонтакте, в Ютубе, еще где-то, на него люди смотрятся, даже, к примеру, вот сейчас соревнования проходят, да, мало же людей, никто не смотрит, но трансляции смотрят, и там трансляции на самом деле многотысячные могут быть, потому что человек дома, не я только знаю, даже с я нашей даже страны. людей, я сам удивился, идет, допустим, кубок или чемпионат страны, я знаю, здесь в Адлере, там легкая атлетика, люди, которые там где-то в администрации спрашивают, которые отношения не имеют, а они смотрят эти трансляции и там встречают, что-то говорят, то есть я был довольно-таки удивлен, поэтому, конечно, выступление их вне уровня не только российском, но и в другом уровне, естественно, оно мотивирует других людей. Как вы считаете, что случилось еще в целом с Олимпийскими играми? Я же понимаю, что это неадекватно, когда у нас в виде спорта 10 весовых категорий, олимпийских сделали зачем-то только 5, 3 человека от страны я могут понимаю, ехать. опять же, политический вопрос от рассуждений нашими с вами, к примеру, я поддерживаю или не поддерживаю, ничего не произойдет. Поэтому то, что сейчас говорить это на камеру, ничего это не изменит, и поэтому камеру выключим, вместе поматеримся по этому вопросу. Отлично. Как вы вообще в целом пришли в спорт? Я знаю, что ты тоже поднимал штангу, довольно неплохие результаты, по-моему, даже 180-220, что-то в этом районе, правильно, если не ошибаюсь? Да, чуть на соревнованиях чуть поменьше, 80-17, раздельно я поднимал несколько раз. Вставай, вставай! Держи! Держи! Держать, держать! Вот так, раз, как агрессивно настроен. То ли он считает в душе, что ему не верили, не доверяли, а он вот раз и сумел, молодец. Поздравления. Несколько раз толкал, 81 раз рвал на Европе. В какой весовой категории? 94. В 94, да. На Европе в рывке вторым был я, 180 как раз, когда вырвал. Один раз был вторым, один раз третьим в рывке. Когда руку сломал, третьим был. 17 толкал несколько раз на России, 15 толкал неоднократно. В сборной был много лет. Я юниорскую Европу выиграл, на мире был призером. Выиграл чемпионат России. 3 раза кубок выиграл и еще несколько раз призером был. Расскажи, как у тебя дела, как твоя в целом жизнь, как подготовка, какие у тебя планы? Вроде все так относительно неплохо. Подготовка, так сложно даже сказать, я немножко растерялся, потому что подготовка куда особо. Вот сейчас чемпионат России, собственно, только он и остался. Вроде готовлюсь, результаты для него, надеюсь, более-менее подходящие. Вроде есть планы поднять чемпионат, результат выше, чем подняли на чемпионате Европы среди мужчин. Такие развлекухи, так сказать, сами для себя с тренером придумываем, какие-то такие челленджи, что
Вот, ну, Что стоит самому себе, поднять? да, самому себе доказать, что ты как бы В обойме. Да, ну даже не то, что в обойме, понятно, что как бы вне обоймы, так как соревнований нету, но если бы мы были на международных соревнованиях, то этот Кошка дверь тут у открыла. нас этот. Я сейчас ее обратно. Ну-ка, иди сюда. Как она дверь открыла? А она запрыгивает на ручку, виснет. Охренеть. И с первого Это раза вообще. додумалась. Так, мы, в общем, остановились на том, что ну, как бы нету обоймы, так как нет международных соревнований. Мы всегда так чемпионаты России воспринимали, что... Ну, вообще изначально мы от них, когда можно было вообще не выступать, сразу готовиться к международным, мы так и делали, так сказать. То есть, ну, потом правила изменили, да, сказали, исчезли. что нужно... Нет, это еще до того. Сказали, что ну, обязательно, в общем, отборочные в виде России появились. Ну, как бы их воспринимали именно как промежуточные соревнования к международным. Но теперь остались только вот эти вот промежуточные соревнования, они стали как основные. Ну, что поделать. Ну, да, пока что такие реалии у нас. Как давно ты в спорте вообще? Как ты пришел? Вот как брат повел, получается, мне было в районе 5 лет, собственно, и вот, бунтует кошак. В общем, ну, так уже в 5 лет повел, собственно, с тех пор уже выступаю. С 5 лет, да, занимаешься? Да. Да. Как ты планируешь в будущем переходить в олимпийскую весовую категорию или пока что будешь оставаться в этом весе? Да вот вроде бы сейчас же вроде по последним новостям каждый олимпийский цикл меняется порядок олимпийская, не олимпийская. Вот этот олимпийский цикл моя была не олимпийская, но следующий уже как раз, ну вот получается после 24 года, с 25-го, по идее, 81-я должна быть олимпийской. Но сейчас это все, так как нету международных соревнований, это все, я даже не знаю, в общем, все как-то потеряло смысл даже. Я понял. Расскажи немного о своих тренировках, как ты относишься вообще к ним, какой у тебя режим, сколько раз в неделю тренируешься, о рекордах своих, может быть, расскажи. Я думаю, интересно будет послушать. Ну, вот опять же, всегда всю жизнь тренировались по сборному режиму. Это понедельник, среда, пятница 2 тренировки, вторник, суббота по 1 и четверг, воскресенье это отдых. Вот даже вне сборов, даже до того, как я первый раз попал на сбор, вот всегда по такому режиму тренировались. Вот буквально, как сказать, недавно, опять же, в связи с тем, что нету международных соревнований, как начали потихоньку переходить по 1 тренировке через день, потому что, ну, как глуповато себя буду чувствовать и тренер, и я, если мы прям по-настоящему, по-серьезному будем готовиться к там, чемпионатам России, которые, ну, опять же, пока что можно на них и, ну, во-первых, там выигрывать, да, особо, ну, так, не то, что прям совсем не готовюсь, но как бы не тратя, как бы, все свои запасы, и вообще прям так серьезно совсем уж к ним подводиться тоже, ну, не имеет смысла. Расскажи о своих целях вообще, чего бы ты хотела лично для себя достичь в тяжелой атлетике. Ты же пришел, ты занимаешься, уже прошел довольно серьезный путь, уже у тебя 6 чемпионатов, да, 6 кубков, 5 чемпионатов, ты говорил, везде первые места, почти что все рекорды России принадлежат тебе, то есть 160, 196, твои лучшие результаты на чемпионате мира, да, ты их показал? Да, на последних международных соревнованиях. Ну, которые были, да. И к чему вообще ты идешь? Вот какие конечные результаты ты бы хотел достичь? То есть вот цифры, мне просто интересно послушать. В килограммах вообще никогда не размышлял. Да, не размышлял. Меня всегда именно вот узнаю, так сказать, сколько нужно для призов, и вот, собственно, такие на эти цифры ориентируюсь, да. Вот. Ну и, собственно, вот это, кстати, косвенно связано с тем, почему вот мне сейчас многие там, ну, вижу, пишут и говорят, что типа вот ты раньше на чемпионате мира последнем поднимал вот такие-то килограммы, там 160, 196,
А сейчас на России ты там поднимаешь, ну, Там меньше. 50-85, Да, меньше. Ну, собственно, в вопросе как бы и ответ заключается в том, что ну, на чемпионате мира поднимаются килограммы, которые... Нужно для чемпионата Да, мира поднимать. или, по крайней мере, даже, может быть, их может не хватать, но ты, по крайней мере, ориентируешься и выжимаешься на максимум. На чемпионате России ты как бы, ну, поднимаешь то, что для чемпионата России соответствует. Ну, требуется, да. Да. Тем более, так или иначе, всегда почти что... да не почти что, в последние годы всегда первое место у тебя. Значит, пока что делаешь все правильно. Ну, да. А есть ли у тебя в твоей жизни какой-то, может быть, кумир, человек, на кого ты ориентируешься, там, смотришь, типа, я вот хочу быть как он, там, или таких людей нет? Такого особо нет, потому что всегда как бы старался именно совершенствоваться лично в технике, в поднятии новых килограммов и не ориентируясь на какого-то конкретного человека, ориентируясь в первую очередь на свою технику и совершенствование своей техники. То есть это касается, если вот ориентироваться именно там в техническом аспекте. А общее я тоже так всегда, так скажем, относился к тяжелой атлетике больше как к работе, и поэтому, ну, нельзя сказать, что там вот зафанател от какого-то штангиста. То есть, ну, у меня просто это как... Ну, в общем, не получается так. Я понял. А ты часто бывает, ну, если там что-то тебя тревожит, какие-то соревнования, там не очень хорошо готов, бывает, рубишься со спортсменами, со своими соперниками в своей категории. Кого можешь отметить, вот прям такого серьезного соперника, за кем там следишь, там, за его прогрессом, все такое? Если честно, вот вообще ни за кем не слежу. И на международном уровне, и на внутрироссийском. Просто я как-то больше из там как бы соперников, я даже часто не знаю, кто сколько поднимает, даже если они являются соперниками, больше так как там болтаю, как товарищеские отношения. А соперник, скорее, я даже соревнуюсь не с конкретным кем-то, а именно вот с килограммами, которые есть на табло с поднятыми. Вот соперник поднял столько же, я даже очень часто не смотрю, кто это поднял. Да, я такой, значит, ну все, нужно вот побольше поднять. Даже узнаю больше, кто поднял, там уже на пьедестале, там, когда этот. Да. Чем занимаешься в свободное время? Есть ли у тебя какое-то хобби, что-то, что тебе по душе? Я, насколько знаю, ты очень любишь читать книги, у тебя прям целая библиотека, там порядка 2000 книг. Да, это скорее даже не моя библиотека, а общая семейная. У самого, ну, хобби, как бы они, можно сказать, скачут. Вот недавно вот на гитару начал ходить, собственно, учиться играть. Так вообще из чего-то более постоянного, это скорее природа, лес, все, что с этим связано. Плюс уже... Горы. Ну да. Плюс уже семейный человек, как бы, и поэтому, ну, у семейных людей уже с хобби как-то ну да, тяжелее будет. Взрослая жизнь. Когда планируешь детей? Ну, такой вопрос личный. Планирую пока. Вот все в формате планов. Ну, по идее, да, уже часики тикают, как говорится. Возраст уже вырос. Я помню, как я первый раз вообще тебя увидел, как я узнал, кто такой Вячеслав Яркин. Это, по-моему, был, если не ошибаюсь, Старый Оскол. У тебя была такая большая, такая кучерявая прическа, которая закрывала лицо, и вот это вот все, у тебя не было бороды абсолютно. Ты порвал 148, вот как сейчас помню, какой-то рекорд России был в 69-й категории. Помню эти соревнования, да. Это Староскол был или я ошибаюсь? Кстати, вот хорошо. Не Воронеж случайно? Не, в Воронеже нет, потому что я тогда жил в Воронеже. Я бы приехал посмотреть. Так. Ну, возможно, Старый Оскол, я там, наверное, чуть ли не самые свои большие... Белгород. Ну, что-то такое. Нет, в Белгороде я, по-моему, не был. Это самые большие килограммы поднял вообще за, наверное, всю свою карьеру. Имеется в виду, на соревнованиях порвал рекорд России 148 в 69-й категории.
Но я сейчас иногда даже сам думаю, ну хоть вышел как бы на большие килограммы уже и на соревнованиях рвал 160, а на тренировках рву там 165 регулярно, больше на что на 170 выходил. Но все равно я даже вроде бы спрогрессировал с тех пор, но и вес подрос, и оглядываюсь, думаю, вот... Как это такое да. делал, да. Вот тогда прям полуслучайно это все получилось. Да, я прям помню, да, такая прям четкая хлесткая техника была. Вот по поводу техники, кстати, у вас с братом своя такая особенность, вот это вот любимое ваше слово, как раз на ютубе часто снимаете, этот накрыв, вот это чиркнуть нужно в грудь. А что это, как это вообще появилось, о чем это, вот, какое-то свое видение, что ли, техники или что это? Да, наверное, свое видение там, так, в принципе, можно проследить более-менее, как это эволюционировало. Там, наверное, началось с того, что штанга в детстве падала часто за голову. То есть, ну, и выход из этого не отгибаться спиной назад в подрыве, а сохранять ее вертикально, да. И даже чуть-чуть с наклоном, потому что ты когда стараешься держать в наклоне, она у тебя, как правило, там, ну, ты этого не чувствуешь, но до вертикального положения доходит, отгибается назад. А если ты стараешься до вертикального положения ее, то ты будешь отгибаться. Ну, так было устроено. Ну и потом, я помню, смотрели на работу там китайских штангистов, по-моему, там вот кто-то из них тоже вот не отгибался спиной назад, а тоже, ну, в общем, оставлял спину в вертикальном положении, да. И вот, ну, так скажем, процесс работы, и пошли вот к этому. Интересно. Расскажи, есть ли у тебя какие-нибудь вредные привычки, там, насколько я знаю, просто часто вот спортсмены после там удачного выступления там какого-то идут там выпить там с друзьями в компании, там с кем давно не виделись. Относишься ли ты к этой категории людей? Нет, наверное, уже не пью больше 2 лет, и то звучит не пью, то есть, ну, так мог там раз в месяц, там, ну, баночку пива, что-нибудь такое, то есть, или там по праздникам. Потом от этого отошел уже вообще не по праздникам, без праздников вообще никак, нисколько, то есть, ну, в общем, вот так. А как с никотином, с сигаретами? Часто вот ребята даже на сборах прям между тренировками, там вот эти вейпы всякие, электронки. Ну, мы это категорически осуждаем. Осуждаем. Да, такого. Дети, не курите. Да, без нас. Ну, в общем, такого нету, наверное. По поводу твоей карьеры, вот ты говоришь, что ты хотел бы вот всегда выступать на высоком международном уровне, там за цифрами ты не гонишься, хочешь просто места на чемпионатах там, мира, Европы. Думал ли ты о том, чем бы ты хотел заниматься после того, как закончится твоя спортивная карьера? Потому что так или иначе, все равно до 50 лет ну, никто не будет поднимать там на высоком уровне. И этот день так или иначе настанет, когда придется уйти со спорта. Чем бы ты хотел заниматься? Были ли у тебя мысли об этом? Ну да, было постоянно как бы в процессе обдумывания много разных вариантов имеется. Сейчас больше, наверное, склоняюсь к тренировкам, онлайн-тренировкам. Я ну, уже занимался и занимаюсь онлайн-тренировками, веду людей. Ну, мне это уже даже сейчас, да? Да, да. И мне это нравится, как бы чувствую, много чего подчеркнул от брата, сам люблю анализировать технику, плюс на сборах много провел времени за наблюдением других спортсменов, других методик, как тренируют тренера, так скажем, вот. И, ну, набрался определенного опыта. Да, в общем, есть коротко, да, набрался опыта и хочу продолжать этим заниматься. Я помню, что у тебя с братом был YouTube-канал, также вы долго вели такой совместный паблик ВКонтакте и в Инстаграме, занимались продвижением роликов.
потом что-то как-то это прекратилось, у вас там был такой довольно юмористического рода контент, сейчас как-то это все пропало. Что произошло, какие были причины? Ну, первоочередная причина это то, что, ну, как мне кажется, не смогли это вовремя монетизировать, и после этого пропал как бы интерес, такой огонек, да, вот правильно, и у меня, и у брата, то есть, ну, на энтузиазме это когда все делаешь, это прикольно, интересно, весело, но как бы со временем встает вопрос, зачем я это делаю, и я еще был, ну, недостаточно подрос, чтобы самому этим заняться, самому монетизировать, а брату тоже это было как бы не очень надо, и оно как-то все затухло, но тут, ну, как бы не только дело в монетизации, иногда самому хочется что-то рассказать, чем-то поделиться, но опять же, когда время идет, а это, то есть, не приносит определенного выхлопа, то как сам начинаешь думать, что я делаю, зачем это делать, для чего. Ну, думаю, еще, так скажем, вернемся в эту сферу. Она, во-первых, нравится, интересно, и плюс как бы появились возможности это все как бы... Время больше свободно стало. И в связи с последними событиями, отсутствие международных соревнований, намного больше свободного времени. Только 2 соревнований в году, и то они как бы, ну, не то, что не важные, но такие менее важные. Из-за этого и времени больше свободного, и, опять же, желания и какие-то идеи, как это все можно, так скажем, чтобы выхлоп какой-то имелся. Ну, я понял, да, к чему ты идешь, к чему ты ведешь. По поводу монетизации, вот, кстати, мне стало интересно про зарплаты. Я не знаю, корректный вопрос ли. Получается ли, удается ли на зарплату просто топового штангиста среди российских спортсменов содержать семью, там, на что-то откладывать, там, покупать что-то, там, не знаю, там, машину, там, дом, квартиру, что-то в этом духе. Ну, просто удается ли хорошо жить на зарплату спортсмена? Ну, как правило, спортсмены зарабатывают достаточно. Не могу сказать, что вот если брать спортсменов за вычетом там футболистов, баскетболистов, хоккеистов, большой теннис, что еще? Фигурное катание. Да, фигурное катание. Вот если это все убрать, то все примерно получают одинаковые деньги. Это не какие-то там не золотые горы, но какие-то чтобы на достойном уровне жить и там содержать семью хватает. Ну, это хорошо. Да. За все то время, пока ты тренируешься, я слышал, у тебя также были травмы, получается, колено, локоть. Ты там травмировал как раз после того, как вот это видео ходило в интернете, где ты 170 рвал, еще будучи молодым юношей. Вот. Расскажи, были ли у тебя такие травмы, с которыми ты прям думал, что типа да, вот я, наверное, не вернусь в спорт? Или тебя обошло это? Ну вот самое сильное это была травма колена по юношам, мениск порвался, по-моему. И, вот, чтобы ты понимал, где-то года 4 я не мог полноценно сесть в сет. Вот есть даже там посмотреть видео с юношеских Европ. Я там практически через ПП делаю и рывок, и подъем на грудь. То есть и вот это долго продолжалось, и чуть ли не до сих пор какие-то есть отголоски. Вот я тогда, наверное, был ближе всего к этому. А потом все выровнялось. Ну, тренер изменил, собственно, методику подготовки. Очень удачно, так сказать, провел реформу в этом плане. И травму подлечил, соответственно. Практически вообще вот с тех пор там травмы не выходят за пределы, там, ну, не знаю, там пару дней полежать, восстановиться. То есть и все там, даже то, что мучаются все, вот нас это как-то обходит стороной. Ну и слава богу, дай бог здоровья, чтобы поднимал. По поводу, кстати, восстановления, мне интересно, как ты восстанавливаешься, что ты делаешь для того, чтобы, ну, поднимать хорошие весомые результаты и оставаться на этом уровне, продолжать тренировки? Может, тебе какое-то отдельное питание, ты следишь там за этим или что там, восстановительные процедуры?
Ну, то, что вот все используют, это баня, массаж, водные процедуры, ну и сон. На этом, наверное, все. Больше так За особо. питанием не следишь? Ну, практически нет. Вот последнее время, последние 1,5 года стал как-то более... И то это скорее вынужденное, что если не следишь за питанием, у тебя появляются проблемы. А если, ну, как бы следишь, поддерживаешь там определенные диеты, то этих проблем нет. Скорее ты не уходишь в плюс с хорошим питанием, а скорее не уходишь в минус. Вот. Слушай, мне приятно было с тобой пообщаться. Спасибо, что пригласил меня к себе домой, что мы с тобой записали этот ролик. Пускай даже не с первого раза, но Спасибо, что ничего. приехал. Да ничего, обязательно еще увидимся с тобой, еще пообщаемся, может быть, приеду на чемпионат. Я желаю тебе роста, развития, чтобы ты добивался своих поставленных целей, чтобы прогрессировал, также продолжал побеждать, радовал нас новыми рекордами. И также желаю тебе скорее возродить твой контент с братом, чтобы вы снимали ролики веселые, смешные. В общем, спасибо еще раз, что Спасибо, взаимно. дал мне это интервью. Ребят, не забывайте подписываться на социальные сети Вячеслава и Владислава, которые будут по ссылочке ниже. И также поддержите это видео. Это мой первый опыт записи интервью, подкастов. Пускай оно вышло таким вот не очень длинным, но так или иначе, это мой первый опыт. Мы будем развиваться, расти и делать наш контент насыщеннее, ярче и интереснее. Всем пока!